Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую, очень симпатичную коровку. Посмотрите, как она выглядит сзади. По сантиметрам эта коровка замеряем от рожек и до ножек 15 сантиметров. Игрушка небольшая, расход пряжи тоже небольшой и вяжется очень легко и быстро. У этой коровки мы вяжем ручки, вяжем ножки, из ножек начинаем вывязывать туловище, также вывязываем вот такой хвостик, ввязываем ручки, вывязываем голову и отдельно вяжем ушки, рожки и мордочку. Это вот те детали, которые мы пришиваем. И получается вот такая симпатичная милая коровка. По такой схеме мы уже с вами вязали, у меня есть видео на мастер-классы вот такого дракончика по такой схеме, вот такой зайчик и вот такой жирафик. Все они связаны практически по одной схеме. Все ссылки на мастер-классы этих игрушек я оставлю под видео. Переходите, вяжите. А в сегодняшнем видео свяжем вот такую очень красивую коровку. Для коровки я буду использовать плюшевую пряжу. Это Dolce Yarnart в 100 граммах 120 метров. И возьму крючок 4 миллиметра. Сейчас свяжем ручки и ножки. Я буду вязать их точно так же, вот как вязала у жирафика, вот двумя цветами ручки и ножки. Только буду использовать для коровки коричневую пряжу вот в начале, и далее буду продолжать вязать белой пряжей. Потому видео будет вставлено вот как я вяжу у жирафика ручки и ножки. Берем коричневую пряжу и начинаем вязать ручки. Делаем кольцо амигуруми и в это колечко ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот первый ряд 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь коричневую ниточку отрезаем, будем переходить на желтую пряжу. И вот присоединяем желтую пряжу. Провязываем столбик. И вот эти два хвостика связываем на 2 узелка. 1, 2. И теперь третий и четвертый ряды вяжем по 6 столбиков. И вот третий и четвертый ряды провязали по 6 столбиков. Теперь ручку складываем так пополам и провязываем за обе стороны 3 столбика. 1, 2 и 3. Ниточку отрезаем, оставляем коротенькую, так как ручку будем ввязывать. Вот получилась такая ручка. Вторую точно такую же вяжем самостоятельно. Теперь вяжем ножки. Берем коричневую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков.
1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 2 столбика, 1, 2 и прибавка. И еще раз повторяем: 1 столбик, второй столбик и прибавка. Во втором ряду получилось 8 столбиков. Снова отрезаем коричневую пряжу и переходим на желтую. Так же, как и в ручках, провязываем столбик без накида. И эти 2 хвостика завязываем на 2 узелка. В третьем ряду вяжем 8 столбиков. 1 мы провязали, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Ниточки можно еще короче сделать. Прячем их вовнутрь и вяжем 4 ряд. Складываем вот так пополам и провязываем 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Вот получается такая ножка. У первой ножки мы ниточку отрезаем, у второй не отрезаем, будем продолжать вязать туловище. И далее я вставлю видео, как вязала динозаврика, так как туловище вяжется одинаково, потому далее будет видео, как я вяжу динозаврика. А мы продолжаем вязать желтой пряжей жирафика. И вот разворачиваем так вязание и будем вязать за переднюю полупетлю вот в каждом столбике. Вот захватываем только за одну, за переднюю полупетлю, задняя у нас остается. Провязываем 1 столбик, можно одеть сюда так маркер, снова за переднюю стенку второй, 2, 3 и 4. Вот задние полупетли у нас остались свободные. Берем вторую ножку и тоже за переднюю вот полупетлю, в эту переднюю полупетлю провязываем прибавку 1 столбик и сюда же провязываем второй столбик. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. Разворачиваем вязание, и у нас здесь остались задние полупетли, за которые мы будем вязать.
Этот хвостик так поднимаем вверх. И вот за заднюю полупетлю 1, 2, 3, 4. И переходим на вторую ножку. У второй ножки сразу делаем прибавку в первую петельку 1, и сюда вот провязываем второй столбик и довязываем 3 столбика. Так. Вот захватываем, не за те петли провязала, вот 1 и второй, это у нас прибавка. Теперь вяжем 3 петли, 3, 1, 2 и вот последняя, 3. Так довязали до маркера. И вот в первом ряду по туловищу у нас получилось 18 столбиков. Вот так смотрится сейчас вязание. Переходим на второй ряд. Во втором ряду уже вяжем за 2 стенки столбика, так как мы обычно вяжем. Провязываем 1 столбик, второй столбик, 3, 4, 5. После 5 столбика прибавка. И так вяжем до конца ряда. 5 столбиков, прибавка. Всего таких 3 повторения. В конце второго ряда получится 21 столбик. И теперь вяжем третий ряд. Провязываем 2 столбика, 1, 2. И здесь будем вывязывать коричневые пятнышки. Можно их не вывязывать, можно вязать вот одного цвета коровку. Это уже по вашему желанию. Берем коричневую пряжу. И присоединяем 1 столбик. Здесь я ее вяжу вот так. Второй столбик. И третий столбик. Вяжете произвольно. Теперь переходим на белую пряжу. Делаем такую перетяжку. Так, все хвостики сейчас поубираю. Вот. И вяжем теперь белой пряжей. Вот 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь вывяжем хвостик. Набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И вот в третью воздушную петлю от крючка провязываем
1 столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Делаем соединительную петлю в тот столбик, из которого мы вывязывали хвостик. Так, закрепили его. Сейчас еще раз. И далее довязываем ряд 1, 2, 3 и 4. Теперь переходим на 4-й ряд. В предыдущем ряду, в третьем, у нас было 21 столбик. И вяжем 4-й ряд. Снова белая пряжа. 1, 2, 3. Теперь я перехожу на коричневую пряжу. Хвостик мы тут не отрезали. Вот возвращаем его назад. Вот на начало. И здесь провязываю 1 столбик и второй столбик. Напоминаю, вяжем в произвольном пятнышке. Можно не повторять за мной, а вязать так, как вы хотите. И продолжаю вязать белой пряжей. Коричневую оставляем, переходим на основной цвет. И вот вяжем белой пряжей, довязываем до хвостика. Там, где мы вывязывали, там, где был столбик возле хвостика, вот мы его провязываем. Теперь вот хвостик так отгинаем. И в следующий столбик провязываем столбик без накида. И вот получается вот так. И довязываем до конца этот ряд. И теперь вяжем 5-й ряд. Снова белая пряжа. 1, 2, 3, 4. На коричневую пряжу. 1, 2. И снова возвращаемся на белую пряжу. Получилось вот такое пятнышко. Довязываем белой пряжей в конце 5-го ряда 21 столбик. Теперь вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И после 5-го столбика убавка. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Второй раз и еще 3-й раз повторяем. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. В конце 6-го ряда получилось 18 столбиков. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду тоже провязываем 18 столбиков без изменения. Довязываем их так до маркера.
Я вот немного наполнила наполнителем игрушку и переходим на 8 ряд. В 8 ряду будем привязывать ручки. И для этого нам нужно вернуться на один столбик назад. И теперь у нас ряд будет как бы на один столбик назад отсчитываться. Берем первую ручку и провязываем вместе с ручкой один столбик, второй столбик, одеваем маркер, это у нас начало ряда, и третий столбик. Теперь вяжем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь берем вторую ручку и привязываем 3 столбика вместе с ручкой. 1, 2, и 3. И довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь переходим на 9 ряд. В 9 ряду провязываем 1 столбик. В следующем убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений, 1 столбик убавка, и в конце 9 ряда 12 столбиков. И теперь будем вязать голову. Это 10 ряд. Здесь вяжем 1 столбик, в следующий прибавка. И так будем вязать до конца ряда. 1 столбик и прибавка. Всего так повторяем 6 раз. В конце 10 ряда 18 столбиков. 11 ряд. 2 столбика. 1, 2. После 2 столбиков прибавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. 2 столбика прибавка. В конце 11 ряда 24 столбика. 12 ряд. В 12 ряду вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так вяжем до конца ряда. 5 столбиков прибавка. Всего 4 повторения. В конце 12 ряда 28 столбиков. И вяжем 13 ряд. В 13 ряду я провязала 20 столбиков. И теперь вот тоже хочу сделать коричневое пятнышко. Беру коричневую пряжу. И вот так присоединяю. Так как мы с вами уже это и делали, хвостик ввязываю. 2, 3. Сделаю так вот 3 столбика. Перехожу на белую пряжу и довязываю белой пряжей до конца.
В 14 ряду я провязала 21 белый столбик, потом провязала 3 коричневых и довязала 4 белых. Получилось 28 столбиков. И теперь 15 ряд. В 15 ряду вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. После 5 столбика убавка. Так вяжем до конца ряда. 5 столбиков убавка. Всего 4 повторения. В конце 15 ряда 24 столбика. Я вставила глазки. У меня глазки на безопасном креплении 10 миллиметров между 13 и 14 рядами, и между глазками 4 столбика. И переходим на 16 ряд. В 16 ряду вяжем 1 столбик, 2 столбик и после 2 столбиков убавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика убавка, в конце 16 ряда 18 столбиков. Наполняем игрушку наполнителями и вяжем 17 ряд. Вяжем 1 столбик, в следующем убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце 17 ряда 12 столбиков. И последний 18 ряд. Здесь сделаем 6 убавлений подряд. Так вяжем до конца ряда. И вот когда довязали до самого верха, как вы видите, осталась маленькая дырочка. Берем вот иголку и за передние стенки каждого столбика доходим до того момента, с которого вот начинали. Всего у нас здесь 6 столбиков. И затягиваем. И теперь прокалываем вот в середину и выводим где-то вот сбоку игрушки. И все, вот дырочки никакой нет. И получилась вот такая заготовочка для коровки. Далее свяжем мордочку для коровки. Я буду использовать розовую пряжу и буду вязать вот точно такую вот, как у жирафика. И потому далее видео вставлю, как я вяжу мордочку для жирафика, но мы используем розовую пряжу. Свяжем мордочку, берем белую пряжу, набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем прибавку. 1, 2. Вот 2 столбика вывязали из одной воздушной петли. Теперь вяжем 2 столбика, 1, 2, и в последнюю воздушную петлю ввязываем 3 столбика. 1, 2, 3. С обратной стороны этот хвостик будем ввязывать. Вяжем 2 столбика, 1, 2, и в последнюю воздушную петлю вяжем 1 столбик. Получилось 10 столбиков, и во втором ряду вяжем эти 10 столбиков. Провязываем их так до маркера.
И вот получилась такая розовенькая мордочка. И теперь свяжем вот такие двойные ушки. Берем розовую пряжу. Это внутренняя часть. Провязывая, набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида. Во вторую воздушную петлю второй столбик без накида. И в последнюю воздушную петлю ввязываем полустолбики с накидом 5 штук. 1, 2, 3, 4 и 5. И по обратной стороне ввязываем хвостик и провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И вот такую деталь вяжем, одну розовую, а вторую вот белую. Хвостик отрезаем, закрепляем и берем белую пряжу. И вот складываем их так, чтобы они вот изнаночной стороной вот были друг к другу. Эти все хвостики потом спрячем. Можно сделать их короче. Я делаю одну воздушную петлю, так удобнее вязать. И теперь соединяем 2 детали, вот столбик в столбик. И вот так связываем 2 детали в одну. Довязываем так вот до столбика, там где вот мы отрезали ниточку в розовой пряжи. Вот получилось такое ушко. Ниточку оставляем подлиннее, так как будем вот так соединять ушко и пришивать. Теперь будем пришивать вот мордочку. Как вы видите, я ее приколола прям под самые глазки. И вот захватываем вот за столбики на игрушке, на основной детали. Ниточку подтягиваем. И теперь вот за столбики на мордочке. Ниточку подтягиваем. Снова за столбики на основной детали. И за столбики на мордочке. Снова вот за основную деталь и за столбики на мордочке. И когда останется небольшое отверстие, наполняем наполнителем и делаем узелок и прячем ниточку. И сейчас свяжем рожки. Берем коричневую пряжу, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. 1, 2,
3, 4, 5 и 6. Выворачиваем вот так. Отрезаем ниточку подлиннее для того, чтобы можно было пришить эти рожки. И вот получаются такие рожки. И теперь вот будем пришивать рожки. Вот я один приколола, второй будет вот здесь располагаться. Если нужно дозаполнить наполнителем, то дозаполняем немножко. И вот пришиваем за основную деталь. И теперь за столбики вот на рожках. Снова основная деталь. И вот за столбики на рожках. И так пришиваем один и потом второй. И вот так выглядит коровка уже с рожками. Теперь берем ушки, прошиваем вот так ушки за белую часть, розовую прячем так вовнутрь. Теперь ушки близко вот так я прилаживаю к рожкам. Прокалываю вот за голову, за основную деталь. И теперь так за ушко. И подтягиваем снова за основную деталь. Так, разверну, чтобы было вам видно. И вот за ушко. Снова основная деталь, ниточку подтягиваем. И за ушко. И вот получается такое вот ушко. Ниточку делаем узелок и прячем. И второе точно такое же пришиваем самостоятельно. И вот как коровка смотрится уже с пришитыми ушками. И сейчас оформим еще хвостик. Сделаем такую кисточку. Я взяла пряжу джинс Ярнард. Вот нарезала, длина где-то по 15 сантиметров. Взяла 3 ниточки. Вот так пополам слаживаем. И теперь на кончике хвостика, вот за последние петелечки, сейчас хочу, вот за 2 петелечки попала, протягиваю эти ниточки. Получается такая вот петелька. И через эту петельку протягиваем хвостики. И вот так затягиваем. И теперь можно подровнять хвостик вот нужной вам длины. Получается такой хвостик. И вот у коровки я еще вышила носик и вот такие бровки. И получилась такая красивая коровка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!